Ах, Undertale. Прекрасная игра, что я прошел на все концовки. Почему я сейчас это сказал? Надо же предысторию к ролику рассказать. Так ведь? Сидел я давеча в ТикТоке, и через каждое видео мне начали попадаться рисунки с Ведегастером, который был зеленый. Чё? Как позже выяснилось, вся эта шумиха началась после нового ролика Энтайма о Дельтаруне, где он собрал теории Запада, в том числе и ту, что Гастер зеленый, но суть не в этом. Еще после выхода 3 и 4 главы фандом Дельтаруна активизировался в ТикТоке и наплодил кучу мемов, которые, если честно, вызывали у меня смешанные ощущения. Но со временем эти смешанные ощущения перелились в настоящую ненависть к этой игре. Возвращаясь к видео Энтайма, я не выдержал рассказов о том, какой же видос крутой, и подал сообществу. И посмотрел. И мне понравилось. До такой степени понравилось, что в голове промелькнула мысль. Может, все-таки дать шанс этой игре? Эх, старина Тоби, не сможешь же ты меня так же увлечь Дельтой, как смог Undertale. Я был мал и глуп, слишком впечатлительным и все такое. С такими мыслями спустя месяц, ровно в 12 дня, я установил Дельтарун, начал играть и вышел в 12 часов ночи, пройдя 3 главы без остановки. Это Передать чувство, что я ощущал после того, как вышел из-за компа, просто невозможно, ведь ранее я никогда не сидел за ним столько времени нон-стопом. Но все же, было ли решение поиграть в Дельтарун опрометчивым? Сейчас мы это и узнаем. Перед тем, как начать, предупрежу сразу. В этом ролике я буду часто сравнивать Undertale и Дельтарун, но не для того, чтобы принизить первое, а показать, как Тоби поднялся в качестве. А то знаю я вас. Только назовите две игры в контексте сравнений, и сразу пердаки подорвутся. Геймплейная составляющая в боях, думаю, уже и так всем известна, так что распинаться на эту тему не стоит. Скажу лишь то, что она мне нравится намного больше, чем в Андере. Основной же геймплей офигенный. Пример могу привести мини-игру Легенда о Тенне в главе с Тенной, где мы играем за персонажа, которым управляет персонаж, которым управляешь ты. Да уж. Еще в той же главе мне очень понравилась ритм игра, а в особенности саундтрек в ней, но о саундтреках позже. Из головоломок сразу вспомнилась игра на пианино, чтобы открыть дверь. Да и вообще, на пианино я застрял надолго, но не потому, что было сложно или я тупой, а потому, что увлекся. По части диалога все схоже с Undertale, но есть одно явное отличие. Твой выбор ничего не значит. Тебе это в лицо говорит Сьюзи еще в начале первой главы. Что еще порадовало, так это, о чудо, кастомизация управления. Теперь не надо лезть в дебри и качать разный софт для перенастройки движения стрелочек на VSD. Это же прекрасно. Сложность в игре средняя, то бишь прям задротить боссов как демон левелы в ГД для их прохождения не нужно, если вы просто проходите игру. Мне, как человеку, проходившему Cuphead и Undertale, было
легко, а насчет новичков не знаю. Естественно, в игре вагон и маленькая тележка шуток, подколов, самоиронии, ломания четвертой стены — это же Тоби Фокс. Сразу говорю, я не собираюсь лезть во всякие шизотеории с зеленым гастером и тому подобное. Наверное, странно увидеть такой важный аспект для обзора в самом начале видео. Но просто дело в том, что для меня сюжет во время прохождения был на втором плане. Ну, то есть, я с большим интересом читал диалоги и смотрел катсцены, но геймплей интересовал меня куда больше. Так что мне, как человеку далекому от создания всяких теорий заговора, имеющегося сюжета, вполне хватило. Но если вдруг кто-то не в курсах за него, сейчас я в двух словах все поясню. Играем мы за себя. Да, именно ты. Ты игрок. Это красное сердце. Ты душа. Высшее существо, которое берет под контроль человека Криса Дримура. Ладно, давайте теперь реально максимально кратко. В первой главе мы постепенно корешимся с фиолетовым Задира и изгоем Сьюзи путем путешествий по карточному королевству, а также темным принцем Ральзеем. Побеждаем короля, запечатываем фонтан. Открываем фонтан, идем в библиотеку, попадаем в кибермир, тусуемся с птицей Ноэль, побеждаем королеву, запечатываем фонтан. Открываем, попадаем в телемир, тусуемся с Тенной и Ора Фарминг ракочущим рыцарем, теряем Андайн, бежим за ней, не запечатываем фонтан, подбегаем к бункеру, ничего не получается, тильтуем, идем запечатывать фонтан, потом тусуемся в церкви с Нелли Сьюзи, попадаем в мир церкви, тусуемся с дедом и Титаном, смотрим, как Саня с нашей мамкой танцует, не можем уснуть, стараемся не забыть и пока что все. Ранее вы слышали такие имена, как Крис, Ральзей и тому подобные. Это одни из главных персонажей, которых я хочу расположить в своем тир-листе. И первый под расстрел у нас попадает... Крис — единственный человек в этой вселенной. Его невозмутимое лицо, загадочный и мрачный лор, тяжелая судьба и визуальная составляющая мне всегда очень нравились. Так что вот так сходу А-тир. Сьюзи вызывает у меня смешанные чувства. Я не знаю, в чем причина этого, ведь что внешний вид, что ее меняющийся в лучшую сторону характер с каждой главой классно. Ну вот что-то не нравится и все тут. Так что Б-тир. Хотя стоп. Кажется, я знаю почему-то. Ральзей, третий и последний из протагонистов Дельтаруна, является одиноким принцем, который смог познать настоящую дружбу благодаря Крису и Сьюзи. Его добрый, немного странноватый и забавный характер смог меня тронуть еще с первой главы, а визуал так вообще крутяк. Считаю заслуженный S-тир. Ноэль — это, конечно, не прям главный персонаж, как и следующий, но импакт для сюжета у нее большой. Немного чудная и стеснительная, любит видеоигры, хорошо учится, а также является ключом странного пути. Думаю, тира А заслуживает. Не могу ничего про него сказать толком, вызывает только неприязнь к его ботанской харе. С-тир. Ну и Санс — это лучший персонаж всей игры, без него игра автоматически превращается в мусор, сюжет строится на нем, он главный босс 7 главы. Ну что тут скажешь, он прекрасен, как и весь саундтрек Undertale. Тоби Фокс может написать музыку под любую ситуацию, и она будет подходить и звучать идеально. Из своих фаворитов выделил бы Glacier, Scarlet Forest, Chaos King и Attack of the Killer Queen. Боссы в Дельтаруне мне понравились даже больше, чем в Undertale. К примеру, не раз вышеупомянутый Тенна прописан очень хорошо и выглядит очень необычно. 3D-персонаж в 2D-игре — это нечто. Весь этот телевизионный вайб, закадровый смех, музыка на фоне, короче, вообще супер класс. Крутой была и королева из строй главы с ее характером эдакой мамочки для лансера, манера речи за главной буквы без знаков препинания, вечные шутки про микросхемы и калий. Да что там говорить, эта дура даже не знала о последствиях Рокота, когда сражалась с нами. Да я о самом Рокоте вообще не знал. А когда узнала, офигела и отпустила нас. Четвертая глава выделилась Титаном, босс-файт которого представляет из себя аннигилирование существ тьмы и самого Титана соответственно, путем излучения света душой. Правда, как оказывается, этого недостаточно, и к нам на помощь приходит дед, а.к.а. Герсон Бум. О файте с ним тоже поговорим позже. Возвращаясь в конец третьей главы, в конце мы встречаем ракочущего рыцаря, которого технически победить нельзя. Ну, если вы, конечно, не ноухитер. Но если получить теневую мантию после битвы с Арамом, победа в ваших руках. Кстати, после победы над ним мы получаем теневой кристалл, как и за победу над другими секретными боссами. Стоп. А что за секретные боссы?
Секретные боссы — это типы, не обязательные для прохождения, ведь если ты их пропустишь, ты можешь этого даже не понять. Секретный босс первой главы — это Джевил, шут, который с слегонца поехал кукухой после встречи с таинственным незнакомцем. Убийство Джевила, как и всех остальных секретных боссов, было крайне интересным опытом. Босс второй главы — это Спамтон Нео. На самом деле он довольно легкий, я сильно разочаровался в нем после не самого легкого Джевила. Третий — Ракочущий рыцарь. Пускай самый трудный, но вопреки популярному мнению тех, кто не играл, хотя может это и не так, не настолько, что прям жесть. Четвертый — Герсон. Его я прошел вообще с третьей или четвертой попытки. Если расставлять их в порядке сложности, то на последнем месте будет Спамтон Нео, потом Герсон, Джевил и наконец рыцарь. Вообще есть другая вариация битвы со Спамтоном на странном пути, и вот она уже куда сложнее. Но прошел я ее со второй попытки. Стоп, еще один вопрос. Что за странный путь вообще? А вот мы и вернулись к Ноэль. Если соблюдать определенную последовательность действий и убивать всех ее ледошоком, начнется странный путь. Игрок будет управлять Ноэль как куклой, а она будет убеждать себя, что это делает ради ее блага и делает для себя любимой. По итогу все приходит к убийству Гёрдли, лучшего друга Ноэль, ее же руками благодаря ультимативному заклинанию Сноугрейв. И в игре, и в реальной жизни. Если честно, все это меня не на шутку напрягло, ибо когда я ходил по опустошенным улицам, на меня невольно наплывали флешбеки с прохождения геноцида. Хотя, возможно, это даже хуже, чем геноцид. В особенности меня напугало вот это сообщение во время битвы со Спамтоном. Но если бы Тоби Фокс на этом остановился. В третьей главе ничего нового не появляется, а вот в четвертой... Пожалуй, я просто покажу тем, кто не знает, что будет, потому что такое словами не описать. Ну, после такой жести предпочту что-то полайтовее, например... Да, и вправду лайтовый аспект. В большинстве своем я вставил этот пункт просто, чтобы упомянуть, что переведен Дельтарун в той локализации, в которой я играл, вполне себе недурно. Многие шутки сохранены, где-то адаптированы, много где на локациях все написано по-русски, короче, красавцы. Полагаю, остались лишь я да логотип. Потрачено. Во время сражения появилось много новых механик. Самое удивительное это было управление душой с помощью голоса в битве с Майком, и управление даже мышкой там же. Джекенштейн с его лабиринтами хоть и подбесил, но то, что это что-то новое, это факт. Вспоминать я тут могу еще много, так что скажу в целом. Играется Дельтарун куда бодрее и интереснее, чем Undertale.
Качество спрайтов, локаций и анимаций возросло в разы, особенно в 3 или 4 главах. Если локация должна быть нагнетающей, она будет нагнетающей. Если позитивной, позитивной. Причем каждая из них не похожа на другую. Главное, на что я обратил внимание, так это освещение. То есть, это как бы самое обычное явление, но почему-то, смотря на то, как на Криса ложится свет, когда он играет в приставку, добавляет какое-то погружение, что ли. Что еще радовало глаз, так это то, как Тена покачивается при смене позы. Вот прям не могу, нравится. Тоже о его непохожих на сплошной текст в словах-вставках. Звуковое сопровождение в целом достаточно обычное, даже зацепиться не за что. Нормально и все тут. Во второй главе появляется локация город, место, где будут появляться все те, кого вы пощадили, также являться хранилищем. Здесь есть кучу разных активностей по типу мини-игр из главы с Тенной и даже сам Тенна. Здесь я могу поговорить со всеми, кто есть, узнать какие-то истории, услышать умопомрачительные шутки и возможно даже что-то сюжетное. Я могу посетить магазин и закупиться хилкой на босс-файты. На протяжении всей игры вам будут встречаться NPC, с которыми можно поговорить, что-то купить и поиграть. И если честно, это то, за что я люблю Тоби. Он всегда старается оживить ту или иную локацию до такой степени, что ты порой думаешь, что это живые люди, ибо ты можешь поговорить абсолютно с каждым. И многие из них разговаривают по особенности. К примеру, Тэмми, который пишет с ошибками. И именно из-за этого они такие не похожие друг на друга. Неоднократно в Дельтаруне высмеивались те или иные вещи, присущие для Андертейла. Например, отсутствие выбора, о чем я уже сказал 100-500 раз. Неспособность убить врага, ведь в таком случае он просто убежит. Постоянное повторение шуток. Как говорится, шутка, пошученная дважды, смешнее не станет. Но если ты будешь продолжать ее шутить, то смешнее она по-прежнему не станет. Но зато, если ты опять продолжишь, то тебе снесут Атмосфера в Дельтаруне превосходная, ведь, как я уже говорил, каждая локация не похожа на другую. К примеру, саундтрек A Cyber's World, играющий в кибермире, идеально подходит под эту локацию, и ты ощущаешь, что ты реально находишься в заведомо другом месте, нежели некоторым временем ранее. Весь этот Sci-Fi вайб, роботы, микросхемы повсюду, как же это прекрасно. В Телемире аналогичная ситуация. Экраны, аплодирующие люди и красные залы с коврами, сцены. Это поистине прекрасная игра. Ты все еще так не считаешь? И что же мы имеем в итоге? Раньше я бы ни за что в жизни не подумал, что дам шанс этой игре. И причина, как я уже сказал, в специфичном для меня комьюнити. Но черт возьми, как же я был неправ. Тоби Фокс — это чудо-человек, самоирония и гениальность которого не знает границ. Он делает каждую игру с душой, добавляет столько различных пасхалок, мелких деталей, юмора, философии, поднимает много важных для общества тем. Если сейчас это видео смотрят такие люди, как был я до игры в Дельту, считающие, что этой игры нет прощения и вообще на говно для 8-летних девочек, то просто задумайтесь, а правда ли ваш хейт обоснован? Может, вам тоже стоит раскаяться, как мне, и дать хотя бы шанс? Выбор за вами. Вот и еще один ролик позади. Мне правда очень хотелось поделиться своим мнением об этой игре и рассказать свою историю о ложном представлении. Возможно, он и получился меньше, чем я планировал, но по крайней мере все, что я хотел сказать, я сказал. Надеюсь, что если он залетит, я смогу заставить хотя бы одного хейтера Дельтаруна задуматься о том, почему он вообще его хейтит. Пишу я этот отрезок 7 февраля, посмотрим, когда выйдет видео. Хотелось бы, чтобы мне через 2 года. На будущее пока планов нет, так что ваши идеи всегда принимаются. С вами был Хейза, всем пока.
правда, как потом оказывается, этого недостаточно, и к нам на помощь приходит дед, а.к.а. Гейсон Бу... Кто нафиг? Какой нахер Гейсон Бу... Боже, окончено, убейте меня прямо здесь, пожалуйста.